дня до экзамена, то есть сегодня и завтра. Послезавтра у меня уже будет экзамен по синтаксису. Начинаем подготовку, собственно. Первое, что я делаю, когда готовлюсь к экзамену, чаще всего я смотрю свою тетрадку, все свои конспекты, перечитываю полностью, все вспоминаю, чтобы, когда я буду уже делать, смотреть, читать билеты, то у меня уже в целом была общая картина всего. И еще здесь у меня, в принципе, реально много всякой полезной инфы, много каких-то лайфхаков и табличек сводных. Короче, в принципе, можно подготовиться к экзамену процентов на 70 по тетрадке только. В моем случае, потому что я реально пишу все. И еще я часто запоминаю, на какой странице какая информация, и почему-то это мне тоже все помогает. Короче, вот у меня как-то так работает моя память. Еще я пью манговый сок из пятерочки и слушаю лофи музыку на фоне. Всем привет! Я здесь для того, чтобы сказать какую-то вступительную речь к этому видео, потому что иначе это будет выглядеть как слишком рандомная нарезка. Сейчас я по некоторым обстоятельствам нахожусь в Москве, мне нужно было срочно сюда приехать, но тем не менее все равно сдаю все в интернете. Сессия у нас проходит в 2 этапа. Первый этап — это зачеты. И зачеты у нас почти все были в форме рефератов, или нам ставили оценку за работу в течение полугода, потому что онлайн сдавать это не так просто, и нас решили, наверное, не мучить, но реферат это тоже было довольно тяжело. Но это все я не снимал на видео, потому что мне кажется, это было не очень интересно. Но один зачет у нас проходил в онлайн-формате, мы писали работу, но мы это делали вместе, все вместе, и были включены камеры. И это было странно. Это был зачет по зарубежной литературе, и сейчас вы увидите кадры с этого зачета и немножко до. Короче, точнее, через 47 минут у меня будет проходить зачет. Расчистил там место, хотя на самом деле здесь вот бардак, но об этом будете знать только вы и я. Не знаю пока, насколько у меня все хорошо и насколько я готов, но надеюсь, что более-менее. У меня здесь висит список литературы. Не думаю, что это какая-то прям гигантская шпаргалка, просто если вдруг какие-то нужно будет приводить примеры, то хотя бы будет список того, что можно быстро вспомнить, как-то рассказать. Сдавать мы будем все вместе, всем отделением, нас больше 70 человек, мы все будем одновременно включать камеры, микрофоны, пока не знаю, как это все будет выглядеть и происходить, возможно, все просто вылетит, но мы узнаем и посмотрим позже. Мы будем писать письменные работы, но при этом вот все будут нас видеть и типа следить за нами. Не знаю. У нас будет 3 вопроса на полчаса. Желайте мне удачи. Мы уже подключаемся. Это полная жесть. Просто надеюсь, что все будет нормально. Первый вопрос: как обыгран образ конца века в романе «Нана» Эмиля Золя? Сколько художников, то есть представителей так или иначе понимаемого творчества, имеется в романе «Портрет Дориана Грея»? И там еще несколько вопросов по этому роману. И третий: каким сценическим и внесценическим персонажем в драме «Дикая утка» Ибсена и как именно относится образ дикой утки? Лучше всего у меня получилось ответить на вопрос номер 2 про портрет Дориана Грея. Мне кажется, первый более-менее тоже, на третий просто уже вообще не было времени, поэтому там... В общем, у меня зачет. Так что можете за меня порадоваться, все хорошо. У нас у половины группы, в смысле половина всего потока русского отделения, у нас не зачет. И, короче, вообще все было очень жестко, но мне повезло. Следующая стадия, вторая, это экзамены. Экзамены у нас их 4. И еще 5-й экзамен — это курсовая. Первый экзамен английский у меня автоматом 4, и меня это устраивает. А второй экзамен синтаксис будет, он еще впереди у меня. А третий будет по литературе. Мы будем сдавать работу, и если все хорошо, то ставят какую-то оценку либо 4, либо 5 автоматом, и там как пойдет. И последний экзамен — это древнерусский.
Там будет сдача онлайн, то есть синтаксис и древнерусский мы сдаем прям сидя перед камерой, нам будут задавать вопросы, причем по синтаксису нам дадут время подготовиться, хотя все равно будут, скорее всего, спрашивать просто по разным темам в итоге, и будет письменная работа, а по древнерусскому дадут текст, и нужно будет его датировать, то есть сказать какой-то век, почему, назвать признаки там всякие, в общем, много всего. Я буду решать проблемы по ходу их поступления. Пока что у меня синтаксис. Так что да, приятного просмотра, готовимся к синтаксису и все остальное, и вы все увидите своими глазами. Удобный лайфхак, как мне кажется, я всегда и везде оставляю такую пометку, то есть я пишу какую-то статью и оставляю пометку, где эту статью можно найти, потому что чаще всего я это скачиваю. И если это там, не знаю, в iBooks, то я пишу, что это iBooks. Если это находится где-то на каком-то сайте, то я пишу «Привет, фокус». То я пишу, на каком сайте это можно найти, или это нам кидали на почту. Просто очень много источников, где может храниться эта статья. И если ставить пометку, то потом можно всегда вспомнить что-то, прочитать. И это круто. Уже 2 часа дня, даже 2 часа 35 минут. Половина тетрадки позади. Да, я очень долго это делаю, потому что я не просто читаю, но и как бы учу одновременно. И вот столько, ну здесь прям плотный текст. И осталось еще столько же. Вот, но сейчас будет обед. На обед я буду готовить вот такую испанскую смесь. Тут так написано. Короче, овощная смесь. Буду делать ее в мультиварке. Ну, я думаю, что всем известный факт, что пока готовится еда, это время, чтобы танцевать. Честное слово, не знаю, как так вышло, но я уже сижу, крашусь. Вот так вот постоянно я пытаюсь готовиться к экзамену, и в какой-то момент все срывается, и я начинаю делать какую-то дичь, просто потому что мне кажется, что жизнь идет и проходит мимо, а я сижу и учусь. Конечно, я люблю учиться, но когда это происходит целый день, то я не могу. Мне начинает казаться, что я что-то теряю, и, видимо, поэтому я начинаю делать что-то на своем лице. Если у вас тоже есть такая проблема, то пишите в комментариях, можем найти друг друга. Вечная борьба разных противоположных желаний внутри, и в итоге я ничего нормально не делаю. Я понял, что в комнате невозможно учиться, и поэтому я иду куда-нибудь вниз. С вами наша постоянная рубрика. Опять сижу за столом, учусь. Короче, мне стало холодно. Кстати, не знаю, слышно вам или нет, но там есть такой звук постоянный. Такой, как будто немножко ремонт идет или что-то такое. Вот, наверное, вы слышали. Это ужасно. Это звук, который просто 24/7. И мне иногда кажется, что я начинаю сходить с ума от этого звука. Все, на жизнь пожаловались, можно продолжать. Настало долгожданное время ужина, и если вы давно смотрите мои влоги, то вы можете подумать, что я ем одни салаты, и, наверное, вы даже будете правы. За все эти годы, что я учусь в университете, я пришел к выводу, что если учиться не хочется, то не надо себя заставлять, потому что это все приводит к худшим последствиям. Важно научиться отличать лень от просто нежелание. Я обычно в таких случаях просто начинаю учиться, и я в целом люблю учиться, поэтому если вот я начинаю и учусь минут 15, то обычно я могу легко продолжать, но
Вот сегодня что-то как-то у меня не получается. Сегодня у меня слишком много вдохновения на другие дела, на поснимать клипы, на накраситься, короче, вот на все подряд. У меня там бардак, но мы с вами уже почти родные люди, так что добро пожаловать. Надеюсь просто на то, что мне поможет тот факт, что в течение всего этого года я делал все домашние задания, полностью все учил и... Короче, я надеюсь просто на свои знания, которые у меня уже есть. Ну и завтра еще есть целый один день. Ха-ха. Сейчас уже 22:47. Сижу, делаю билеты. Сейчас покажу вам, сколько мне осталось. Это кошмар. Вот этот файл здесь цветным отмечены места, которые мне не совсем, может быть, понятны, мне нужно их посмотреть. Хорошо, что есть еще первая страница, где здесь уже все чистенько, то есть осталось только вот это. Но, блин. Можете меня поздравить. У меня... Ой, я очень устала, у меня болит живот от голода, но у меня 5. Короче, все было довольно просто для меня, потому что мне нужно было сделать только практику. Точнее, мы все делали практику, а потом должны были отвечать на теоретические вопросы, но мне поставили автомат после практики, потому что у меня было все правильно, и потому что за работу в течение семестра ставили автомат мне и еще 3 людям, и это супер круто, я очень рад. Вот, это моя практика. Нужно было разобрать синтаксические связи, у всех разная практика. И еще вот, и вот, и вот. Нам давалось на это 40 минут. И еще нужно было построить грамматические и деривационные парадигмы. Как круто. Не пришлось отвечать на теорию, а для меня теория — это самое страшное. Всегда. Я пишу курсовую, у меня здесь идет... Да, не курсовая. Короче, это трансляция из Удасы, она мне помогает... Она просто слушает музыку и чилит, и мне это помогает писать курсовую. Я слушаю вот так вот музыку. Ну, сейчас выключим. И это помогает мне сосредоточиться и писать. Хотя, кажется, как-то может помочь сосредоточиться, но... Да, мне помогает. Сижу, пишу уже 3 часа. Юрцы пишут со мной. Бейки пишут тоже со мной. Все пытаются, все стараются. О, yes, он меня знает. Какая старая фотография. Start your engines, and may the best woman win. Потому что у меня на самом деле даже вон сканер там, и вот все это. Спасибо моему самому любимому мастеру. Уже 5 часов вечера. Угадайте, кто все еще не готовился. Я море. Теперь. Если вы тоже хотите такие яркие волосы или любые другие волосы, чтобы при этом они не испортились и все было сделано супер качественно, то обращайтесь к Алисе Данг. Это мой мастер. Мы с ней работаем вместе, точнее, Алиса работает, а я сижу. Уже практически год. И она супер классная. Самый искренний отзыв, потому что она делает из людей русалок. И с ней очень приятно поговорить. А еще вот промокод Тусаджуса для всех, кто решился. И ссылки в описании. А сейчас готовимся к древнерусскому, потому что если не сейчас, то никогда. Выгляжу так, как будто плачу. На самом деле мне просто средство это для мытья лица попало в глаза, и теперь их щипет. Меня заманала учеба и сессия, но меня успокаивает то, что завтра будет последний экзамен, и еще завтра придет оценка за литературу, поэтому завтра как бы сразу 2 оценки будет. И еще у меня завтра куча дел, мне нужно будет съезжать из общаги, и просто
Я не знаю, как можно с этим справиться. Теперь идем спать. Я каждый раз перед экзаменом переживаю, даже если, я не знаю, даже если нет каких-то особых причин, я все равно всегда буду переживать. Я боюсь даже больше не оценки, а самого факта, что нужно кому-то что-то рассказывать и отвечать. Спокойной ночи, до завтра. Перед каждым экзаменом я надеваю вот такой вот кулончик. Здесь изображена собака такса. Вот она. Теперь я надеваю этот кулончик на удачу. Всегда. Сижу, жду начала. У меня ужасно болит живот. Надеюсь, мне скажут: ой, у вас такие красивые синие волосы, вам автомат. По идее, должно начаться через 2 минуты. Немножко что-то не задалось, и волнение, наверное, тоже сыграло тут какую-то роль. И у меня там произошла путаница небольшая с синтаксисом. То есть у нас была письменная работа, и она у меня была сделана полностью правильно. Но какие-то дополнительные вопросы по синтаксису, и у меня не хватало там немножко примеров, вот, ну, в общем, неважно. У меня с дополнительными вопросами было как-то между. Мне больше грустно от того, что я как-то не боролся за эту 5, хотя я точно знаю, что можно было бы. Не хватило какой-то решительности, да и, может быть, ладно, мне, в принципе, оценка — это не самое главное. Главное, что у меня, как бы это банально не звучало, но у меня реально появилось очень много новых знаний в течение за этот семестр, и мне очень нравился этот предмет, и вообще все супер, вот. И еще немножко грустно, что у нас заканчивается древнерусский, хотя раньше это был мой самый нелюбимый предмет на 1 курсе. Теперь, под конец, я уже столько учу этот предмет, что у меня наконец-то появилось ощущение, что я как-то в целом более-менее все знаю, то есть, ну, в каких-то общих чертах, и настолько, насколько это нужно студенту, наверное. И теперь мне приятно разбирать эти тексты, потому что я понимаю, о чем я читаю. Мне вообще приятно этим заниматься, и вот жалко, что на 4 курсе этого уже не будет. Мне достался вот этот текст. Нужно было сказать, в каком веке он написан, то есть датировать, и, ну, указать там всякие особенности. Это был у меня текст начала 16 века. Нужно было объяснить, почему, с точки зрения морфологии, орфографии, лексики и так далее. И еще нужно было указать регистр. А еще мне пришла оценка по литературе. Это не 2, если что, это просто у меня 5 по литературе за письменную работу. Вот, этому, конечно же, я рада. И думаю, что на этом все. Большое спасибо, как всегда, что посмотрели мое видео. И следующее видео это будет, скорее всего, полный трэш. Полный вообще, типа, что? Сейчас у меня будет очень много дел. Мне начинается достаточно интересный, надеюсь, период моей жизни. И об этом вы узнаете позже. Да, думаю, хотела ли я еще что-то сказать. Вроде бы нет. Сессия закончилась для меня. У меня все 5, кроме 2 4 по английскому и по древнерусскому. Но, да, думаю, это очень хорошее завершение этого непростого семестра. Пока.